Отлично, видно, слышно. В прошлый раз мы остановились с вами на сообществах. Напомню, что это мастер-класс по особенностям платформы ВКонтакте, ВК, который мы рассматриваем. В прошлый раз мы прошлись по созданию постов, по интерфейсу, по статьям, по всему такому самому основному. Вот это есть в моих слайдах. Вот про учетную запись говорили, про ВК ID, ВК Pay, про интерфейс, про друзей, подписчиков, про форматы постов, про статьи. Что интересно было по результатам прошлой встречи и по нашей переписке, мы выяснили с коллегами, с друзьями о том, что можно при создании поста использовать еще некий другой формат, который выглядит как квадратная скобка, ссылка на ресурс ВКонтакте, вертикальная черточка и какой-то текст, и таким образом можно сослаться на какой-то пост или видео, и тогда он будет выглядеть как подложенным под текст. Да? Мы это пробовали, но почему-то не всегда работало. Могу еще раз показать, о чем идет речь. Вот если я создаю пост, мы можем сделать две квадратные скобки, внутри вставить ссылку на какой-то пост, который вот мы, да, у кого-то скопировали, сделать вертикальную черточку, написать, что это какой-то пост, закрыть, да, квадратную скобку, дальше нажать. Мы сделаем, давайте, что это будет опубликовано не сейчас, а запланировать, чтобы это у нас в ленте не появилось, да, вот, добавить в очередь и посмотрим у себя, что как это выглядит, да, что это подложенный подтекст. То есть вот отложенный пост появился, вот он, и мы видим, что здесь вот текст с подложенной под него ссылкой. Также это работает, когда вы делаете упоминание через собачку, да, собачка и какой-то никнейм. Но если это не какой-то человек, а какая-то ссылка, то можно вот так вот сделать, подложить под текст. Надо учитывать, что это работает только если это ресурс ВК какой-то. Здравствуйте, проходите. Какая-то ссылка из ВК. То есть на внешние адреса такая ситуация не пройдет. Удалим наш пост. Ну и давайте перейдем, соответственно, к теме сегодняшней встречи. Да, если кто-то меня не помнит, меня по-прежнему зовут Иван Савин, и я вам рассказываю ВКонтакте уже второе наше занятие. Про сообщество несколько слов. Если у вас есть уже сообщество свое или вы что-то администрируете, пожалуйста, напишите об этом в чатик, чтобы понимать, насколько это вообще вам актуально. Зачем нужны сообщества? В первую очередь для того, чтобы иметь отличие от личной стены, личного профиля, страницы личной, да, где можно объединять людей вокруг какой-то темы. В том числе можно объединять людей вокруг какого-то эксперта типа себя. Например, если вы предлагаете какие-то услуги ремонта или консультаций, то можно сделать сообщество имени своего имени, там скобочку написать консультант или что-то такое, и тем самым иметь место, паблик или как бы сайт, да, в интернете, который можно дополнительно продвигать за деньги или без денег, иметь расширенную статистику, которая не видна на личной страничке, и многое-многое другое. Как создать сообщество? Сейчас мы посмотрим, как создавать и как его оформлять. Сообщества бывают разные, трех основных видов. Это какая-то блогерская страничка, сообщество по интересам и бизнес-сообщество, например, магазин. Вот. Давайте же глянем, что это такое. Переключимся обратно. Чтобы создать сообщество, мы в разделе «Сообщество» слева нажимаем кнопочку «Создать сообщество». Кстати, пока помню, очень подробно создание сообщества изложено в моем видеоролике, который называется «Как создать канал в ВК-видео». Его можно просто простым поиском найти, и, скорее всего, высветится именно мой ролик, канал в ВК-видео. И если вы его посмотрите, вот этот мой ролик, вот он на всех ресурсах есть, и на ВК-видео, и в Рутубе. Я ссылочку потом в чат нашей группы отправлю. Там подробно рассматривается именно с точки зрения видеоканала. То есть как превратить сообщество в видеоканал. Да, в принципе, в общем-то, это все об одном.
4 сообщества у Маргариты. Вот это круто. Администраторов. Создать сообщество. Мы нажимаем, когда сюда у нас появляется выбор из трех пунктов. Что мы хотим сделать, какая у вас цель, делиться контентом и общаться, развивать бизнес, организовать мероприятия. Кстати, об этом не сказал. Вот делиться контентом и общаться – это для блогеров, для нас с вами. Развивать бизнес – это если у вас есть магазин. У меня есть небольшой такой сообщество магазин, где я продаю холодный кофе, покажу. Ну и организовать мероприятие – это если вы собираетесь кого-то позвать на концерт, на встречу, да, создать именно такое мероприятие, такого класса, такого типа, где оформить его, написать, где это будет происходить, и, в общем-то, приглашать друзей, своих знакомых туда, чтобы они пришли. Вот, развивать бизнес, не знаю, может быть, если кому-то надо, мы потом можем это посмотреть. Давайте возьмем стандартное сообщество, назовем его какого-нибудь его, любители мышей. У меня мышка вот тут красивая. Вот. И открытое сообщество, тут его можно сделать и закрытым, то есть только для своих каких-то людей. Если блогерское, вот. Здесь дальше поиск тематики. О чем вы хотите писать, о чем вы хотите публиковать, о чем вы хотите рассказывать. Какое-то, надо выбрать какую-то тему. Давайте выберем какую-нибудь тему образования. Например, мы здесь занимаемся обучением. Вот, сообщество создано, и больше, в принципе, ничего делать не надо. Дальше вы просто сразу можете перейти или нажать «Настраивать дальше», чтобы его настроить. Здесь настройка аватара, которого у нас сегодня нет, обойдемся без него. Здесь нужно написать какое-то описание. Сообщество любителей мышей. Продолжить. Пригласить друзей сразу можно. Давайте я сам себя приглашу. Я его создаю, потом не получится. Давайте пригласим Максима. Вот я его знаю, я надеюсь, он не испугается. Вот. И дальше вы видите пустое сообщество, которое нужно оформить. Все очень логично. У него есть обложка этого сообщества, у него есть аватарка, то есть, да, этого сообщества. И дальше есть элементы управления, которые можно бесконечно менять под ваши нужды. Верхнее меню, вот фото, видео, чаты, клипы, мероприятия. Все с помощью вот такой вот шестереночки, которая тут есть, настраивается. Можно перетаскивать это порядок этих пунктов и сохранить потом. Вот. Справа есть еще одна шестереночка управления. Здесь глубокая настройка всех пунктов. Мы сейчас не будем тратить время на все эти пункты, потому что в зависимости от ваших нужд вы можете эти пункты пройти самостоятельно и сделать как вам красиво, как вам удобно. Ну и дальше вы можете начать публиковать посты, статьи, ролики, видео, все в это сообщество заталкивать, запихивать. Здесь важный момент можно отметить какой, что если вы посмотрите, то вы видите, что создать пост, клип и статью можно, а вот видео загрузить нельзя. Поэтому, чтобы появился пункт вообще работы с видео, надо сначала загрузить какое-нибудь видео. И здесь мы сейчас на этом как раз сосредоточимся. Вот у меня есть на флешечке файл с видео. Главное, чтобы эта флешечка у меня отобразилась. Вот у меня есть видео с закатами. Да? Я открою, и происходит загрузка видео, появляется такой интерфейс, и вы видите, что мы уже попали в какой-то интерфейс видеоредактора, где происходит загрузка видео, где можно дать название видео, там, дать описание видео. Вот здесь это все очень важно знать. Есть определенные особенности у этой платформы, в отличие от всех других платформ, которые мы знаем. Какие мы знаем, вы знаете, Рутуб, YouTube, там в Дзене можно видео грузить, еще есть у нас, что у нас еще есть? Я даже, не знаю, Vimeo какой-то раньше был. В основном сейчас, конечно, платформа ВКонтакте, ВК-видео подминает под себя всех остальных конкурентов, и даже те видео, которые вы грузите в Дзен, они все равно маркируются как видео из ВК-видео. Вот когда мы загрузили видео, он его даже обработал, какое-то время это занимает. Если видео большое, то время тратится довольно много, еще 4К можно загрузить, еще дольше будет обрабатываться. Вы можете загрузить обложку или выбрать из предложенных. Лучше, конечно, если вы серьезный такой видеоблогер, обложки готовить самому и подгружать их отдельно.
Если у нас останется время, я покажу, где я готовлю обложки. Есть много разных инструментов. Вот. И здесь, ну, дальше мы посмотрим, что можно выбрать плейлист, а выбрать плейлист мы не можем, потому что у нас ни одного не создано. Мы создадим плейлист, например, там закаты. Можно ему отдельную обложку сделать, создать. И мы его, это видео уже добавили в плейлист. То есть в момент создания можно добавить видео сразу в плейлист. Плейлисты – это обязательная вещь, она очень важна, потому что вы можете вести ваш блог, видеоблог на разные темы, но разделять их по плейлистам, и тогда вы сможете делиться конкретно плейлистом, не принуждая людей просматривать все, что у вас там только есть. Тут еще справа видно, что открыть видеоредактор можно. Зачем этот видеоредактор нужен? Если очень хочется, если вы еще не доредактировали свое видео, которое грузите, можно тут что-нибудь подрезать. Можно разрезать, где-то в серединке уменьшить его, например, с краю вот мы подрежем или разрезать посерединке, сохранить, и получится, что видео мы отредактировали, изменения сохранены, нам сообщают, пока видео обрабатывается, оно недоступно. Это закладка «Информация». Есть закладка «Дополнительно», где можно настроить, показываются ли автоматически субтитры или нет, добавить дорожку субтитров, если она у нас создана отдельно в формате SRT, например. Здесь очень важный пункт есть – другое. Вот это вот другое, оно очень важно. Почему? Вот добавить ссылку из ВКонтакте. Из ВКонтакте ссылку на свое сообщество, оно будет отображаться, когда ваше видео проигрывается. То есть по этой ссылке можно будет перейти к вашему сообществу, подписаться и посмотреть еще другой контент. Дальше есть закладка «Публикация», где написано, когда опубликовать. Можно настроить приватность, кто может видеть этот ваш ролик. Может быть, вы хотите только оставить себе или только по ссылке доступ. Посмотрим, что здесь есть. Все пользователи, подписчики, редакторы, администраторы, только те, у кого есть ссылка. Такая ситуация бывает, то есть не надо всем делиться. Ну и время публикации. Если у вас есть контент-план и вы публикуете регулярно, можно поставить конкретное время. Я вот люблю ставить 3 часа ночи, потому что в Москве 3, а в Владивостоке как раз правильное время. Вот, 3:00 поставим. И мы не можем. Это 7 число должно быть. Да. И, соответственно, оно опубликуется. Ну, давайте же я его опубликую, потому что будет о чем рассказать после того, как мы опубликовали. Давайте мы добавим здесь немного хэштегов, да, в описании. Их можно добавлять, как в любое описание. Здесь можно добавлять также упоминания. Например, я могу добавить упоминание себя. Иван.Савин. Про это мы в прошлый раз говорили. Вот. И нажмем «Далее». Еще раз я вот сюда зайду и скопирую эту информацию. Скопирую ее, эту информацию, которая в описании. Нажмем «Далее». Я сейчас поясню, почему так запланировать публикацию. Видео обработано, публикация запланирована. Это если позже, то, значит, давайте опубликуем. Так, перейдем обратно. Долго рассказывал про публикацию видео, а видео не опубликовалось. Ну, давайте быстренько еще раз это сделаем. Добавить видео, выбрать файл. Мы уже это знаем. Открыть. Так, выбираем обложку. Плейлист у нас сохранился. Здесь скопировали. Дальше опубликовать. Вот. Мы добивались того, чтобы оно было опубликовано. И когда оно опубликовано, то вот здесь сверху вы можете увидеть ссылку, вот эту ВК-видео, собачка и так далее. Это уже ссылка на ваш видеоканал. То есть если у вас была цель создать видеоканал, то вот ваш видеоканал можно будет найти по вот этой ссылке. Если вы по ней вот просто зайдете, вы сразу попадете в видеоканал, в интерфейс управления видео. А в вашей ленте появилась публикация. Не появилась, да, потому что мы, наверное, не указали, что опубликовать видео в ленте. Но в разделе «Видео» есть видео. Так, хорошо.
Теперь для того, чтобы поделиться этим видео, можно его сразу пойти проиграть. А вот чтобы им поделиться, надо как раз зайти в видеоканал, вот по этой ссылке, и взять на него ссылку на это видео. Здесь, где 3 точки, есть кнопка «Поделиться», есть ссылка на видео, и можно добавить пост, где вставить эту ссылку. Как писали в чате вчера, и не только вчера, ВКонтакт ведет себя как-то странно. Он берет и удаляет ссылку из поста, если она на какое-то видео или ресурс ВКонтакте. То есть из поста он просто ее убирает. Видите, я вставил ее, а он ее стер. Поэтому ее можно добавить заново. Ну, а то, что мы раньше пытались вставить в качестве дополнительного текста в посте, оно сейчас у меня уже в буфере обмена. Вот если вы знаете, можно использовать пуск плюс V, чтобы включить расширенный буфер обмена, чтобы он запоминал ваши ставки. Я хотел добавить в пост текст публикации, который нужен. Почему он нужен? Потому что вот упоминание не сработает, если вы опубликуете просто видео, и хэштеги тоже. То есть к публикации вашего видео нужно добавлять информацию, которую можно обогатить, да, пост. Место, музыка, опрос, товары и так далее. То, что мы делать умели в постах раньше. И тогда уже в вашем сообществе в ленте вот видно видео, которое мы опубликовали с дополнительной информацией. Получается, что мы немножечко перескочили в тему про видео, но уж так получилось, потому что это было на поверхности рядом. А в целом, чтобы рассмотреть дальше, что в сообществе такого можно делать, предлагаю показать другие сообщества, которые у меня есть. Вот у меня их, тех, которые я администрирую, их 3 штуки. Места и впечатления – это про туризм, путешествия. Есть вот паблик про образование, техподдержку и продажу кофе. Ну, давайте посмотрим самое простое стандартное сообщество, которое есть, на его примере, что здесь можно, чего можно добиться в смысле оформления. Обложка сделана, да, загружена. Обложку это я сделал с помощью какого-то бесплатного шаблона, сейчас уже не помню, их очень много. Просто наберите в поиске шаблоны обложек для ВК, для сообщества, и вам выдастся информация, где можно оформить. Иконочку сделали. Вот здесь вот сверху есть меню, которое настроено. И в этом меню можно добавлять какие-то ссылки, оформляя, да, их как обложку, с тем, чтобы удобно пользователь мог пройти в нужные вам пункты. Вот в частности, вот видеоуроки – это как раз ссылка на видеоканал. Как я и говорил, вот попадаете вы сразу в видеоканал данного сообщества, где можно настраивать плейлисты и показ видео. Есть конкретные ссылки, вот эти вот уже на плейлисты видео стоят, да. Вот это то, что поддержать кнопочка, это с помощью дополнительного приложения интерфейса сделано для донатов. Так это выглядит. Ну и вот ниже те пункты, о которых я уже говорил, видео, услуги, статьи, обсуждения, они появляются из настроек сообщества, которые есть справа, которыми можно управлять справа. И перейдя в эти настройки по кнопке управления, вы можете увидеть, что вам доступно, в смысле настроек, и сделать это. Что рекомендую сделать? Вот здесь можно в настройках, в первых же, да, после описания, дать сообществу имя понятное, чтобы не было как клуб чего-то там, клуб ID какой-то. Лучше всего, конечно, сделать ему какое-то имя, да, нормальное. Плюс разделы сообщества лучше настроить, те, которые нужны или не нужны вот на главном меню. Можно настроить, если в вашем сообществе чат для общения. В общем, по настройкам полазите, сделайте как следует, так, чтобы вам было удобно. И что можно рассмотреть дополнительно, что отличает, как я говорил, сообщество от личной стены, это статистика в первую очередь и монетизация во вторую. Статистику можно видеть, нажав на кнопку «Статистика», увидев, кто к вам ходит, сколько раз вас посещают. Конкретно
по разным типам контента, кто смотрит ваши клипы, видео и сколько, и какие-то донаты, если вам отправляют. Здесь все это есть. Вернемся на страницу. Хотел сказать отдельно еще про монетизацию. Сразу перескочим. Сегодня немного перескакиваем, но на важные темы. То есть почему именно сообщество, а не личная страница. Монетизация сообщества возможна. Если вы переходите на закладку монетизация, тут есть несколько разделов. VK Донат, ВК Донат – это регулярная поддержка, которую вы можете организовать для людей, которые готовы вам периодически, ну то есть раз в месяц или в определенный период доплачивать. Ну или как, можно сказать, подписаться на то, что вы будете регулярно вести контент, интересный для них, они подпишутся, тем самым будут поддерживать вашу энергию. Да? Есть партнерская программа. Партнерская программа подразумевает, что ВК платит вам отчисления от рекламы, которая там, плату за которую она берет с клиентов, да, которым продает эти услуги. И, как вы видите, вот здесь вот написано условия, которые нужно выполнить, чтобы сообщество могло зарабатывать на партнерской программе. Сообщество открытое, да, мы прошли такое, сообщество создано больше 3 месяцев. Прирост подписчиков не менее 1250 за прошлый календарный месяц или в сообществе больше 500 тысяч подписчиков. Ну, не знаю, наверное, какие-то крупные паблики могут себе такое позволить, крупные каналы, редакции, что у них вот такой большой охват подписчиков, много так. У нас, конечно же, не столько. Вот. Ну и если бы вот это условие было выполнено, остальной охват подписчиков не меньше 330, не меньше 30%, нет действующих страйков и так далее, ограничений, и пройдена предварительная проверка. Да? Вот я не могу эту проверку пройти, потому что сообщество у меня такое мелковатое. У него больше 1000, но вот. Значит, можно с помощью маркет-платформы монетизироваться. Для этого не выполняется условие в данном случае охват сообщества за последний месяц больше 7500. Что такое охват? Охват – это количество людей, которые посмотрели ваши посты последний месяц. У меня их посмотрело там 140 человек, да? И этого маловато. Монетизация видео – это отдельная программа, если вы ведете видеоканал. Опять же, тут очень жесткие условия, в сообществе должно быть не меньше 5000 подписчиков, тогда только можно будет включить монетизацию видео. Но вот есть интересный пункт ВК AdBlogger. ВК AdBlogger, у меня даже уже подана заявка. Там довольно мягкие условия. Должно быть 1000 подписчиков, довольно активное сообщество, регулярные посты и, в общем, никаких запретов, никаких нарушений не должно быть. Тогда можно подать такую заявку. Я это к чему говорю, что если даже у вас сообщество небольшое, около 1000, вы можете, в принципе, регулярно, если постите, подать такую заявку и какую-то копеечку зарабатывать вот на этом ВК AdBlogger. Есть еще фонд авторов ВК, это некий розыгрыш, в котором тоже можно поучаствовать. Ну и здесь же можно перейти в кабинет выплат и посмотреть, что вы заработали. Вот. Такое сообщество, значит, посмотрели мы, которое касается технической поддержки. Если интересно, можете там пройти, посписаться, почитать статьи. Второе, о котором расскажу, другого типа места и впечатления, это сообщество про путешествия. Здесь, видите, примерно так же настроено, но в этом меню я оставил только видео, только клипы и только фото. То есть здесь нет никаких статей, никаких чатов, никаких чего-то там еще не нужного. Здесь конкретно travel канал. Travel канал выглядит как сообщество, в котором есть ссылка на видео. И последние видео здесь видны. И вот вы видите, что каждый пост здесь – это какой-то видеоролик с описанием. А это описание, оно взято из описания непосредственно к видео в видеостудии. Здесь вот такая вот путаница, опять же, вот в том ролике, который я раньше упоминал. Посмотрите про это. То есть, чтобы пост выглядел так красиво и появлялся в ленте у ваших друзей, у ваших подписчиков, которые подписаны, нужно этот пост оформлять. Если вы просто опубликуете видео, то к нему ничего тут внизу вот прицеплено не будет.
Поэтому нужно вот этот вот текст сюда добавлять, чтобы все необходимые ссылки были. Как вот, например, да, вот видите, вот есть опубликован клип на самом деле, и к нему никакого текста нет. Поэтому это просто мало полезное для человека, интересующегося действием. Здесь вот в этом сообществе, если нажать «Управление», мы видим, что есть тоже описание разумное. Не стесняйтесь написать здесь во всем, что вас интересует. Обязательно добавляйте контакты, чтобы с вами могли связаться, если вдруг какой-то рекламодатель придет и захочет, чтобы вы отрекламировали какие-нибудь интересные поездки или агентства. Здесь вот мы сделали разумное какое-то название. Это нужно, чтобы не просто ссылаться на клабы 227, 20 и так далее, а на конкретное название хорошее, правильное. Ну и остальные разделы настроены тоже так, чтобы было удобно. Здесь в меню дана ссылка на вот этот как раз наш видеоканал, да, вот то, что называется интерфейсом видеостудии, чтобы можно было попадать без лишних тычков, кликов именно туда, именно в видеоканал. Вот в этом смысле, конечно, ВК отличается от других платформ, потому что у YouTube нет никакой дополнительной страницы, вы просто всегда находитесь в видеостудии. У YouTube все, вот, грубо говоря, вот так выглядит. В чем еще особенности, может быть, можно сказать, того, о чем я говорил? Вот если я нажму карандашик «Редактировать видео», то вы видите, какой куцый здесь небольшой интерфейс внесения описания, да, название, описание, обложка. И, в общем-то, больше ничего и нет. Нет никаких-то категорий, нет возможности выбрать хэштеги из каких-то списков. В общем, очень мало. Если мы публикуем какое-то видео, давайте еще раз попробуем. Из этой же видеостудии можно добавить видео. Вот здесь попробуй еще найди, да, где это видео добавлять. Ну вот здесь находится. Наш вот закат давайте попробуем снова добавить. Оформить его. Здесь мы к мышам вернемся потом. Здесь я просто хочу, чтобы на одной странице было сообщество, на другой пока открывается. Значит, вот наши закаты опять грузятся. Опять я напишу здесь какое-то подробное описание видео. И вот здесь вот мы напишем, что это как раз наше сообщество, которое про путешествие. У него есть определенное имя, которое мы знаем. Вот такое, чтобы упомянуть его. Выберем какую-то обложку, выберем плейлист, например. Пусть это будет у нас это же вроде бы Россия, да? Россия, потому что здесь я вижу Сочи. Вот, нажмем дальше. Здесь в дополнительном пункте как раз вот есть добавить ссылку из ВКонтакте. То есть ВК-видео.ру. Так, сюда зайдем. Вот эту ссылку добавим на канал, чтобы она отображалась при проигрывании видео. Он нам предлагает. Надо без собачки. Нет. Да, вот, добавилось. И вот, видите, он его распознал. Таким образом будет показываться в ВКонтакте. Ссылка на видео. Вот, о чем я говорил. Давайте я вот отсюда скопирую сейчас это описание. Если мы просто сейчас опубликуем видео и скажем, да, что опубликовать на стене сообщества. Вот здесь вот есть галочка. Просто опубликуем. Просто появится на стене сообщества это видео. Прогрузится. Вот оно появилось. Видите, никакого описания к нему нет. Есть только название. И это не всегда здорово, потому что, может быть, вы хотите, чтобы все-таки было побольше информации под вашим видео, какие-то ссылочки, хэштеги и так далее. При этом, как мы видим, никакой ссылки на видео он не предлагает. Ну вот если сохранить, то пост уже выглядит как пост, да, просто со встроенным в него видосиком. Давайте его удалим, потому что это нерелевантно. Удалять видео так же просто, как его и создавать. Так, здесь, наверное, крестик. Удалено. Вот, значит, вот тип сообщества Travel Blog, да, в нем просто лента, в нем просто посты, какие-то фотографии и клипы.
подписчики у нас есть, которых можно здесь же приглашать. И можно очень удобно смотреть статистику, как я раньше упоминал в другом сообществе, как нас смотрят. То есть что у нас со статистикой посмотрим. Можно здесь листать и, что очень немаловажно, увидеть свою аудиторию. Вот на закладке «Аудитория». Видно, что нас смотрят, в основном с 35 до 40, с 35 и от 45, то есть это они так хитро сделали, от 45 они уже дальше решили не считать. То есть те, кто, предположим, 60, они где-то здесь все. Мы видим, что вот наша аудитория такова, поэтому можно, учитывая этот фактор, ориентировать свой контент на, соответственно, эту аудиторию. Можем смотреть, с каких городов нас смотрят. Вот я вижу, что Амстердам, скорее всего, это означает, что это никакой не Амстердам, а просто у людей нидерландовский VPN установлен, и поэтому этот город Амстердам. В Нидерландах один из больших хабов. Да? Вот. Скорее всего, вряд ли нас там смотрят. Я не думаю, что там знают про ВК-видео вообще, но только есть наши соотечественники. Интересный раздел устройства, то есть с каких устройств нас смотрят. И здесь, естественно, впереди планеты всей смартфоны, то есть мобильные операционные системы. Но также есть еще Smart TV, потому что на Smart TV, на Apple TV, на разных коробочках есть приложение ВК-видео, и можно оттуда смотреть. Вот, очень удобно, и сам я тоже так делаю, рекомендую, если вы не делаете так. Вот, то есть статистика, по ней полазить, это очень хорошо, очень полезно. Что здесь с монетизацией? Монетизацию мы уже немножечко обсуждали. Монетизации здесь подключить пока нельзя, потому что мало очень подписчиков, поэтому никакие условия, например, вот VK AdBlogger, да, справа, если выбрать VK AdBlogger, мы видим, что у нас необходимое количество подписчиков должно быть не меньше 1000, у нас их пока 150. Да? Сообщество должно быть открыто и должно быть активно. Оно у нас открыто и активно, регулярно какие-то видео мы из поездок публикуем. Мы не планировали, что здесь будет очень много подписчиков. Несмотря на это, интересный факт заключается в том, что количество подписчиков не всегда говорит о количестве просмотров. То есть, если бы нам платили за просмотры, как в Ютубе, то есть видео, у которых просмотров у меня довольно много. Вот 9221, там, конечно, это не миллион, но вот 3324, то есть какие-то тысячи просмотров есть, и могли бы, в общем-то, нас за это и благодарить, да? Какими-то отчислениями от рекламы. Еще один тип сообщества моего я покажу вам для ознакомления. Это типа магазин. Да? Вот I Want Coffee. Это холодный кофе Cold Brew, которым я увлекся, я его делаю сам дома. Я решил его продавать вот через сообщество, сделал такой паблик. Здесь он отличается тем, что впереди планеты всей, впереди меню, первым же пунктом идут товары, которые нужно оформить всяческим образом, и можно, собственно, их покупать. То есть можно добавлять в корзину и потом, собственно, оплачивать с помощью ВКП или каким-то другим способом, который вы предложите. Я добавил что-то в корзину, и потом могу перейти к оформлению и даже что-то в целом купить сам себе, оформить заказ без оплаты, а потом оплату согласовать в отдельном чатике. В этом смысле мы видим, что в мессенджере у нас в разделе I Want Coffee пришло сообщение, что какой-то человек сделал какой-то заказ. Все было бы хорошо, друзья, но могу признать, что, конечно, вот функционал магазина в ВК ужасный, очень сильно обрезанный, поэтому не знаю, кто реально пользуется встроенными функциями. Большинство тех, кого я знаю, добавляет какие-то через API какие-то специальные приложения или программы, которые позволяют там с помощью ботов или более расширенной функции заниматься такой торговлей. Я вот рекомендую это учесть, потому что реально, конечно, это просто, игрушка какая-то, я бы сказал, недоделанная. Вот. Может быть, конечно, кто-то мне расскажет, как это можно здесь реализовать более круто. Пока что
Пока что нет. В основном, видите, что у меня лента этого сообщества – это посты, вот закрепленный опрос, пробовали вы когда-нибудь колбру или нет, и дальше какие-то интересные на эту тему, на тему кофе, разные посты. Вот я тут пробую какую-то капсулу, еще что-то. Вот так выглядит клиенту, вот так готовится кофе. В общем, это сообщество типа магазин, и у него есть раздел такой «Магазин». Да, вот здесь можно настраивать товары, можно настраивать их отображение, можно их скрывать, удалять, настраивать свойства какие-то и так далее. То есть имейте в виду, что это вот третий тип сообщества, точнее второй. То есть это там у нас были всякие блоги путешествия, здесь сообщество типа магазин. Ну и третье, встречи, события рассматривать даже не будем, там максимально просто все. Создается событие, оформляется с картинками, календарь, что где происходит, приходите, концерт. Бывает так, что да, вы получаете в мессенджер куда-то приглашение, что кто-то вас приглашает на концерт, если вы на какое-то музыкальное сообщество подписались. Вот, значит, по поводу нашего плана, давайте я на него посмотрю. Статистику посмотрели. Ну, задание будет вам домашнее для развлечения создать какое-то сообщество, если у вас его еще нет. Ну, для того, чтобы потыкать, оформить, посмотреть, где находятся все пункты меню, что можно там интересного найти с точки зрения ваших личных соображений. Найдите в интернете специальные сайты, где есть шаблоны для оформления обложек вот сообщества, каких-то аватарчиков. Это все очень хорошо надо знать, очень полезно бывает. По продвижению, давайте немного поговорим по продвижению. Как раз то, о чем я не сказал. То есть вот, например, у меня есть сообщество, которое, ну, предположим, да, вот это, да. Здесь есть пункт продвижения, точнее, как бы реклама сообщества. Когда вы нажимаете на этот пункт, запускается кабинет рекламы, либо современный вот такой вот, да, короткий, либо полная версия, где можно настроить продвижение и создать какие-то рекламные объявления, которые позволят вам показывать пользователям то, что они не любят, а именно рекламу в их ленту. И чтобы они могли по ней кликнуть и перейти к вам и стать вашим подписчиком. С этим нужно очень аккуратно быть, потому что можно людей не то что подписать на ваше сообщество, а скорее даже отвратить от него. Вот у меня, например, есть рекламные объявления сформированные. Вступайте, вот картинка сделана, и дальше настроенная какой-то так называемый таргетинг для того, чтобы выбрать аудиторию и привлечь к своим роликам людей. Как настраивать рекламу для сообщества и выбирать аудиторию, создавать объявления. Там очень много сейчас искусственного интеллекта. На эту тему можно отдельный курс на неделю прочитать, поэтому не будем касаться этого глубоко. Просто знайте, что есть такой пункт, и можно вполне им воспользоваться для того, чтобы ну, продвинуть, да, свое сообщество или магазин. Придется вложить каких-то денег, ну, то есть для этого нужен как раз VK Pay, чтобы вы могли оплатить эти вложения, и там постепенно можно распределить, кому, как, сколько в сутки показывать эти рекламные объявления, тем самым контролировать траты. Вот. По поводу раскрутки, да, я сказал. Я попробую посмотреть еще, может быть, он покажет мне здесь статистику этой рекламы. Он мне открывает только такой кабинет. Полную версию почему-то мне открывать не хочет. Давно не заходил, поэтому я не особо рекламирую свое сообщество. Мне в основном использую привлечение с помощью контента или какой-то пользы. Вот немного про продвижение поговорили. Опять же, углубляться, говорю, что нет много смысла, потому что это очень глубокая тема сама по себе. Реклама, ретаргетинг, таргетинг и так далее. На эту тему вам нужен отдельный спикер. Так, у нас есть какой-то вопрос в чатике. Ну вот, сработало у Маргариты, 3 раза запускала рекламные кампании. Не сработало.
25 тысяч слили. Да, это бывает. Здесь в рекламных кампаниях важно что? Важно проработать само объявление с точки зрения, ну, почему, да, должны пойти, то есть и очень правильно определить аудиторию, на которую вы это транслировать собираетесь. То есть вот у меня я показывал, да, что ко мне ходят люди там старше 35. Ну и такую аудиторию и надо выбирать, иначе будет все бесполезно. Поэтому здесь надо очень тонко настраивать. Мы с вами про ВК видео немного уже поговорили. Как создать видеоканал в ВК? Смотрите ролик, еще раз говорю, вот как раз вот по такому названию его погуглите и найдете. Видеостудию ВК-видео немножечко посмотрели. Плейлисты, как оформлять описание, как правильно опубликовать видео в ленте. Его правильно публиковать, используя при создании поста дополнительную информацию, которую вы взяли из описания к видео, и вставить ее в пост. То есть вот именно так правильно делать. Еще раз покажу. Если вы просто делаете видео, то вот этой дополнительной информации нет. А если вы делаете правильно, то вы сначала опубликуете видео на стене, а потом заберете из вот вашей видеостудии свойств, да, вашего ролика описание. Оно здесь находится. Это описание. Заберете его отсюда и вставите туда в пост, и тогда у вас будет полноценный пост, который будет содержать все необходимые свойства. У вас там, да, все необходимые свойства. Статистику мы посмотрели. Ну и задание для вас, опять же, для развлечения, создать видеоканал. Вы поняли, что создать видеоканал означает, что просто нужно в паблик, в сообщество загрузить видео, и тогда у вас появится видеоканал. То есть, и вот ссылку на этот видеоканал, на эту видеостудию вы сохраните отдельно, можете ее вставить в меню сообщества, а можете просто для себя сохранить. Заходя в этот видеостудию, вы можете там оперировать с видео, загружать, оформлять, добавлять плейлисты, формировать их, делиться, брать оттуда ссылки и все остальное. О ВК-клипах давайте немного поговорим. С времени у нас мы даже идем с опережением, несмотря на то, что где-то я притормаживал с того, что что-то подзабыл. Значит, перейдем в мой профиль, и вы видите, что здесь есть, при создании поста, есть маленький такой вот значок в Викторе, это клипы. Если мы перейдем сюда, он предложит нам создать новый клип. Есть две возможности создания клипов через большой сайт и через смартфон. Поскольку клипы – это вещь вертикальная, то есть это шортсы, рилсы, все вот это вот, то понятное дело, что кажется, что вроде бы лучше это все делать с телефона. Но, тем не менее, если у вас есть заготовленное видео, готовое какого-то клипа, вы можете это сделать и с большого компьютера. Ну, здесь вот мышкой удобно щелкать, но есть ограничения, я сейчас скажу, какие они. Вот у меня на флешечке есть вертикальное видео, например, мотоцикл. Я нажимаю «Создать клип» и это видео. Пока оно грузится, я вам скажу, что есть серьезные отличия от других платформ YouTube или ТикТока или Инстаграма и прочих, где видео короткие только до 1 минуты. В ВК-клипах клипы до 3 минут можно запихивать. Это дает в некотором роде большие возможности, потому что за 3 минуты можно очень много рассказать. Но, с другой стороны, я не знаю сейчас людей, которые смотрят клипы больше, чем минут, ну, там, секунд 30. Да? Говорят, что молодые люди даже на ускоренной перемотке смотрят клип. Вот. Ну, среди нас даже такое есть. Вот. И значит, да, ну, сами видео там бывают, да, какие-то подкасты или какие-то рассказы, интервью, я смотрю, тоже бывает на ускоренной, но, конечно, видеоролики, я даже не знаю, где там ускорить, если честно. Вот, значит, загрузился у нас клип, да? Видно? Здесь мы можем выбрать, какая у него будет обложка, то есть какой кадр из обложки будет, или можем подгрузить свою обложку, если у нас это есть в файле. У меня нету, поэтому мы выберем, конечно, красивый мотоцикл. Указать музыку. Это означает, что если в клипе есть музыка, которая в нем играет, мы должны сопоставить ее с библиотекой ВКонтакте, ВК, иначе этот клип может быть заблокирован, либо у него могут быть удалены дорожки. То есть музыка должна соответствовать. А вот на эту тему чуть-чуть позже еще скажем. Кто видит этот клип, понятно, кому доступен, когда публиковать, разрешить комментарии, публиковать на стене, разрешить дуэты. Что такое разрешить дуэты?
Разрешить дуэты означает, что вы разрешаете кому-то, какому-то автору, какому-то клиперу, как их называют, сделать контент вместе с вашим клипом. То есть ваш клип у него будет играть на фоне, а он будет, например, там что-то про него говорить, находясь тоже в этой картинке. Ну и все. И вы можете просто здесь нажать «Опубликовать». Больше здесь ничего, собственно, сделать нельзя. Клип не должен нарушать авторские права. Почитайте про эти авторские права и так далее. Вот. Вот и все. То есть здесь, кроме вот этих пунктов, больше ничего нет. Я могу нажать «Публиковать», и он полетит у меня в ленту. Более интересно, гораздо более интересно выглядит ситуация, когда вы используете смартфон. Сейчас у нас будет мега-эксперимент. Я подключусь к конференцию со смартфона и попробую поделиться своим экраном. Вот очень странно, что я вроде убрал звук телефона, а он все равно... Так, я делюсь своим экраном. Делиться, вот, экран. Начать трансляцию. О, круто. Видно, да? Я даже сам вижу. Значит, вот у нас здесь есть приложение ВК-клипы. И в этом приложении ВК-клипы есть плюсик, и вы можете выбрать какое-то видео из галереи, либо использовать камеру, да, самого этого приложения. Например, вот я выберу вот такой вот клип. И в чем важное отличие от большого компьютера? На большом компьютере вы не можете тут ничего отредактировать. А в маленьком смартфончике вы можете прямо здесь подрезать ваш ролик, разделить его, изменить скорость, цветокор и так далее. То есть можно полноценно редактировать видео, добавляя музыку, текст, накладывая какие-то стикеры и так далее. В этом большое преимущество и довольно серьезное отличие. Плюс к этому есть... Вы можете пойти в свой профиль и увидеть, что вы как публикователь клипов, да, это ваша учетная запись, здесь имеются тоже разнообразные настройки. Вот, 3 точки можно нажать, редактировать описание профиля о себе, оно краткое. Приглашение в соавторство, это если вас звали в соавторы. И есть еще шестереночка, где есть очень важный пункт. Он называется «Сообщество ВКонтакте и школа клиперов». Вот вчера я просмотрел все уроки вот этой школы клиперов, которые здесь опубликованы. Здесь их довольно много, и они каждый длятся 3 минуты, потому что они каждый в формате этого клипа. Для примера давайте ткнем про выбор приложения для монтажа. Вот так. Смотреть видеоролик. Да. Вот. Очень хорошая музыка, но давайте ближе к сути. Музыка Вот так выглядит клип, и так выглядит вот этот вот урок. Использовать Ну, только разрешенную музыку. Если вы хотите продвинуться в создании контента, то рекомендую вам это все посмотреть. Осталось понять, а как теперь из этого выйти? Вам это все посмотреть и использовать. Давайте выйдем вот так, потому что по-другому не знаю, как. Мне мешает эта штука, но я не знаю, как из нее избавиться. Так, вот еще что в этом профиле, помимо уроков. Здесь мы можем настраивать интересы себя как потребителя клипов. Что вам интересно, вы можете выбрать. Это стандартная вещь, стандартный пункт для всех, кто смотрит какой-то контент. Но здесь вот он практически под рукой. Вы можете перенастроить свои интересы, то есть что вам будет в ленте показываться. Если вы хотите позалипать несколько часов в роликах, то вы можете здесь это выбрать, что вам будут показывать. Здесь же можно посмотреть статистику ваших клипов, которые вы загружали. Вот можем посмотреть статистику за месяц, интереснее, чем за 2 дня. Видно, что тут у меня 1866 каких-то просмотров, уникальных зрителей 586. И вот вовлеченность 13%. Что такое вовлеченность? Это отношение лайков, комментариев, репостов ко всем просмотрам. То есть, слабовато, да, у меня. Я, в общем-то, и не стремлюсь. Аналитика есть закладка, которая показывает в графическом виде все. В том числе и аудиторию, которая, как мы видим, тоже от 35 в основном у меня есть. Используйте это, чтобы посмотреть, какая ситуация у вас с вашими клипами. Здесь, пролистывая профили влево, вот так, да, можно переходить между своими сообществами
и добавлять клипы именно конкретно в сообщество, а не в свой личный профиль. Здесь они вот добавляются, например, можно посмотреть, что у нас вот в этом паблике путешествий со статистикой, тоже увидеть это. Вот. Хочу сказать, что, конечно, сама съемка с помощью встроенной камеры, которая тут есть, ну, я никогда ей не пользовался, хотя это вроде как довольно продвинутая вещь. Вот тут есть даже управление жестами, вот это, видите, можно показать вот такой жест, и он у вас остановит или начнет съемку. Есть отложенный старт, есть скорость, музыка и так далее. Ну, это надо осваивать и внедряться, если вы хотите стать клипером. В принципе, инструментов довольно много, но, насколько я знаю, большинство тех, кто снимает короткие ролики и контент, они монтируют это в других редакторах. Монтируют в CapCut в основном или где-то еще, где можно там автоматически субтитры накладывать и так далее. Но так или иначе, эта камера тут есть, об этом в этих уроках сказано. Клипы. Ну что же, наверное, про клипы больше мне вам рассказать нечего, потому что в этом смысле интерфейс и как для публикатора клипов, как для потребителя, он очень схож со всеми остальными программами. Просто нужно иметь в виду, что есть еще одно приложение, и если вы хотите публиковать короткие ролики, то вот есть такая платформа, в которой есть серьезное отличие. Можно ролики грузить до 3 минут. Но самый частый сценарий у тех, кто грузит короткие ролики, он состоит в том, что сделать короткий красивый ролик и растолкать его на все возможные платформы просто для увеличения охвата. Все. Немного покажу еще вам то, что на прошлой встрече мы обсуждали. То, что можно добавлять в истории посты одним щелчком, в отличие от большого компьютера, они реально очень быстро там оказываются. Вот если мы нажмем вот эту стрелочку, то внизу есть пункт «Добавить в историю». И сразу создается история, которую можно там разок тыкнуть, оформить, она подтянет текст или не подтянет. И можно поменять фон, наложить какой-то текст, но даже ничего не делая, можно просто нажать «Опубликовать», и она опубликуется в ленте. Если подержать вот здесь, то можно выбрать сообщество, в котором она опубликуется, эта история. То есть, если вы хотите ваш пост где-то еще опубликовать именно в истории, то подержите вот здесь снизу и выберите где. В данном случае я хочу там свой. Вот я опубликовал, и сразу оно попало мне в историю. Смотреть истории, вот она. В этом смысле, конечно, бывает удобно, что вы делаете контент какой-то, готовите на большом компьютере, оформили пост красиво, как мы в прошлый раз научились делать, а потом, чтобы закинуть его в историю, лучше использовать, конечно, смартфон. Включаем видео здесь и продолжаем поделиться экраном. Продолжаем. Ну, собственно, продолжать-то у нас осталось почти ничего. Задание только будет, предлагаю вам пройти школу клиперов, которая находится по решеточке, а дальше там в самом низу, да, пройдите и посмотрите все эти ролики. Они помогут вам продвинуться в создании короткого контента, такого вертикального, если у вас такая есть цель. Вот. На этом моя презентация кончилась, и, в принципе, мой рассказ на сегодня закончен. Мы за час управились. Сегодня пятница, не хотел никого задерживать, но если есть вопросы, давайте обсудим что-нибудь, что может быть вам интересно, про что я, может быть, не сказал, или вас какой-то конкретный вопрос интересует. Есть ли вопросы какие-то? Есть ли какой-то способ выведения денег из магазина ВК? Вот, например, кто-то купил покупку, да, кофе, и как вот деньги вывести? Вывести деньги, ну, если там есть два варианта. Если оплатили через ВК Pay, то есть человек там есть, вы включаете оплату через ВК Pay. Это означает, что у человека есть ВК Pay учетка, ну, то есть привязанная карточка. Вот, и он вам с ВК Pay на ВК Pay оплатил. Соответственно, вы переходите в свой ВК Pay и отсюда выводите. Вот. Если он вам платил на карточку, ну, там, понятно, просто напрямую. Но здесь вот отсюда выводится, по-моему, 10% или что-то такое. Донатами 10%. Да. Все выводится как с донатами. То есть
в любом случае вы теряете здесь довольно много, но если большая сумма, то может быть и нормально. Я что-то выводил, не помню, давно. Донаты это вещь такая. Лучше подключать что-нибудь внешнее, в смысле донатов, как многие делают, предлагают там, не знаю, Patreon или Boost или чего-то такое. Или, например, я просто указываю вот во всех видео «Поддержите нас», вот ссылка на Юмани. Встречаются люди, которые очень хотят отблагодарить. Например, вот этот ролик, о котором я уже несколько раз упоминал про создание видеоканала, там несколько людей, прям им так зашло, что они что-то перечислили. Почему так получилось? Потому что я создал такой ролик, потому что я сам столкнулся с тем, что я не понимал, как в ВК видеоканал вообще завести. После Ютуба это просто какой-то квест нереальный. Оказывается, нужно создать сообщество, в нем нужно создать видеораздел, и тогда у вас эта видеостудия появляется, и там уже можно дальше раскручиваться. Вот. Но вот. И каким-то образом какие-то люди еще настраивают, что у них сразу ссылка идет на видеоканал оформленный, вот большие блогеры. Думаю, что это с помощью внешних каких-то приложений. Что мы еще не сказали, да, я, кстати, забыл. Вот в прошлый раз Афродита спрашивала, точнее говорила, что можно создать из сообщества сайт из сообщества. Там есть такая тема, прям вот здесь вот где-то она есть, вот сайт. Если у вас нет сайта, создайте его из сообщества с помощью конструктора. Вы прям заходите, и он говорит вам создать сайт. И вот тут можно оформить сайт. Ну, скажу честно, это такой себе будет сайт. Лучше пойти куда-нибудь на тильду и сделать себе нормальный лендинг и сделать просто там ссылку. Но опять же, время если есть, если нет, можно поэкспериментировать, поиграться. Все вот эти опции ВКонтакте, кроме ленты, каналов, сообществ самих по себе, все остальные опции типа магазина, сайта, все это выглядит ужасно. То есть я бы не стал это рекомендовать использовать. И единственная классная возможность, которая есть, это внешние приложения. Вот я рекомендовал в чате Tool 42. Вот он, Tool 42. Очень классное приложение, в котором он говорит, что тут введены лимиты на API, но так или иначе, тут очень классные темы систематизации управления какими-то вещами, анализ стены, например, да, или там, кто вас добавил в черный список, вы так или иначе не узнаете, а здесь можно увидеть и добавить их в ответ, например, да. Вот Tool 42 рекомендую. Ну и другие сообщества, и другие приложения можно изучить, потому что они некоторые, прям хорошо написаны. Вот шаги я использую, я в прошлый раз говорил. Вот, друзья, еще вопросы? Новый заказ у меня самому себе. Перейти к заказам. Вот были какие заказы в магазине. Хорошо. Если нет вопросов, то предлагаю потихоньку завершать. В чате у нас Маргарита говорит спасибо. Спасибо, Маргарита, что присутствовали. Я немного тут спотыкался в середине, но это потому, что просто какие-то вещи постоянно не использую и подзабыл. Да? Есть налаженные какие-то процессы, так сказать, публикации, например, видео. Я часто наши путешествия монтирую, публикую, а вот что-то иногда забываю. Поэтому я отметил такую вещь, что с прошлого занятия могу сказать, что, рассказывая вам, я узнал сам чего-то, чего раньше не знал. Например, как под текст подкладывают ссылочки, это я не знал. Плюс какие-то пункты меню, которые я прошел, например, я тоже про них знаю и буду использовать. Поэтому всегда хорошо, когда можно пообщаться, поделиться, услышать, увидеть. Давайте же не терять эту возможность. Друзья, наверное, тогда на сегодня все. Да? Спасибо большое, что слушали, смотрели. Еще раз, меня зовут Иван Савин. Подписывайтесь на мои каналы. Все ссылки можно найти ВКонтакте, и можно со мной там переписываться, общаться. В Телеграме _DJ Vanches. И буду готов на что-либо ответить или что-то сказать. Спасибо. Пока.